Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения, и вы смотрите видео-мастер-класс по пошиву фетровой книги для малышей. Шить мы будем из моего фетрового набора, в котором все картинки напечатаны на корейском фетре. В этой книге, которую я показываю в образце, герой олененок, а в наборе герой маленький мышонок. Хотя вы можете выбрать ему нового друга. Я еще сделала второго мышонка и олененка. Сейчас я показываю странички книги. Каждая страница подписана. Всего таких листов 10. Все детали яркие и красочные. Вот этот наш герой, маленький мышонок. Также там есть, как видите, птичка. И еще на небольшом отрезке мягкого фетра напечатаны шторки и ламбрекен для окошка. Книгу можно шить вручную. Вот вы видите образец книги, сшитой вручную. Здесь есть разные стежки. В следующей части я покажу вам, как они выполняются. Это изнанка. Вы можете дополнять книгу разной ручной вышивкой. Вот здесь я вышивала, украсила ручной вышивкой верх часов, например, сшила героя руками, дополнила кровать разными узелками, глиттерный фетр добавила. Здесь можно вышивать все, что позволяет ваша фантазия. А мы начинаем вырезать первые детали. Это будут детали обложки. Всего таких страниц 3. Остальные мы пока что откладываем, чтобы не запутаться. И я показываю, как вырезать внутреннюю часть проема двери. Мы складываем фетр пополам в ровной его части. Делаем такой небольшой надрез. У нас получается небольшая дырочка. Вставляем ножницы и вырезаем. Вырезаем вообще в этом наборе мы все детали только по контуру. Не оставляем никаких пробелов и полей. Внутри вы видите сейчас пчелку и цветочки. Это тоже будут наши детали. Не выбрасывайте эту часть, мы потом тоже это все вырежем. Окошки вырезаем аналогично. Я вырезаю большими ножницами, я так привыкла. Вы можете вырезать маникюрными ножницами или какими-то другими своими любимыми и самыми удобными. Продолжаем. Вырезаем все детали нашей обложки. Для пошива обложки нам понадобятся нитки. Можно использовать нитки для машинного шитья или мулине. А также для обложки нам нужна будет бусина или пуговица, которая будет выполнять роль замочка нашей двери. Перед пришиванием совмещаем все отверстия окошка и проема двери с деталью обложки. Ветку, на которой будет находиться петелька, держащая горшок с цветком, мы пришиваем только за край. Остальную деталь домика мы пришиваем по периметру, доходим до этого места. Проем двери пришиваем по кругу. Если вы шьете домик вручную, то при пошиве можно использовать такие швы. Первый шов – это шов петельками через край детали. Обычно его удобно использовать при пришивании одной детали к обложке или к странице книги. Следующий шов – это шов назад иголку. Его можно также использовать при пришивании деталей, и он имитирует красивую машинную строчку. Еще один шов – это самый простой, наметочный. Этот шов самый экономный, экономит ваше время и нитки. Еще один шов для сшивания деталей между собой я показывала в одном из прошлых видео. Ссылку на него я оставлю внизу в описании. Перехожу к обложке. Я пришила деталь на машинке прямой строчкой. И мне нужно сразу проверить, как входит петелька в отверстие, которое я оставила для нее. Все получилось. А теперь я буду пришивать трубу. Обратите внимание, что сверху у обложки есть небольшое закругление, а труба прямая. Поэтому я при пришивании трубы
это закругление срезала. В этом случае, когда мы будем пришивать дым на вторую страницу нашей книги, он будет выходить точно из трубы. После пришивания трубы я пришиваю крышу. Накладываю ее сверху так, чтобы она перекрывала деталь домика и деталь трубы. Крышу я пришивала на машинке зигзагом. Следующая деталь для пришивания – это горшочек с зеленью под окном. И на образце я показываю, что у этой детали есть еще внутренняя часть, которая находится между страницами, и эта часть видна из окошка. В первую очередь мы пришиваем только сам горшочек, зелень пока не трогаем. После пришивания этой части мы берем зеркальную деталь зелени, прикладываем ее сзади страницы лицом к себе и сшиваем в этих местах прямой строчкой все части наших деталей. После чего обрезаем все ниточки, чтобы они не торчали. И теперь пришиваем цветочек за серединку. Можно пришить крестиком или по кругу. Теперь мы пришиваем траву и цветы внизу. Для начала нам нужно убедиться в том, что цветы не мешают открыванию и закрыванию двери. Поэтому мы берем детали замка и двери и прикладываем. Смотрим, если цветы нам мешают, то двигаем их и располагаем так, как нам удобно. Также можем приложить нижнюю часть травы, расположить на ней цветочки и посмотреть общую композицию. Если нравится, то пришиваем. Я не стала пришивать верх цветочков, а захотела, чтобы они вот так свободно двигались. Теперь пришиваю пчелку. Крылышки я также пришивала не полностью, чтобы вверху они выглядели более объемными. Затем я беру исчезающий маркер и рисую усики, лапки, после чего я буду вышивать их черными нитками. У меня это будут обычные катушечные. Вы также можете взять мулине. Вышиваю в 2 нитки. Делаю маленькие стежки, чтобы лапка лучше смотрелась. Здесь я использую шов назад иголку.
Для усиков я взяла желтую нитку, чтобы они смотрелись более контрастными. А теперь я перехожу к сшиванию деталей цветка и горшка. Сшиваться они будут в таком порядке. Вначале я сшиваю цветок, соединяю переднюю и заднюю части. Сшиваю обычной прямой строчкой, а если сшиваете вручную, то используйте обычный петельный шов, который используется для фетра. Его я показывала в своем видео по ссылке в описании под этим видео. Цветок я дошила. Как видите, я его сшила не до конца, потому что эту часть мы будем вставлять в горшочек. Для этого мы сшиваем его вот по этим местам, не доходя до конца. Верх горшка мы оставляем свободным. Ну а теперь вставляем цветок в горшок и зашиваем вверх. Цветок можно немного наклонить, чтобы он лучше смотрелся. Если после сшивания деталей у вас виден участок белого фетра, просто срежьте его ножницами. Теперь мы берем деталь петельки и вставляем ее в отверстие. Прикладываем ее к краю горшка, чтобы он висел под наклоном, и пришиваем. Теперь украшаем нашу обложку листочками. Можете прикладывать их на те же места, что и у меня, а можете туда, куда вам нравится. Пришивать листочки мы будем только за серединку, чтобы они были объемные. При пришивании листочков не подходите близко к краю, чтобы они не мешали нам в дальнейшем пришить обложку. Ну что ж, наконец все мелкие детали обложки пришиты. У нас осталось еще несколько деталей. Это деталь двери, петли и деталь застежки. Эти детали мы будем сшивать, когда будем шить первую страницу книги. Вторая сторона двери напечатана именно на этой части фетра. Также у нас остались детали. Это бирочка на заднюю часть обложки. Мы ее сейчас пришьем. А также осталась деталь дыма. Эти детали мы можем сшить между собой на этом этапе. Ну а пришивать, конечно же, будем, когда будем шить вторую страницу нашей книги. Переходим к пошиву первой страницы. Ее детали напечатаны на одном листе фетра,
а также на части другого листа. Буду вырезать эти детали. Также я вырезаю детали шторки, которые напечатаны на мягком фетре. Деталь ламбрикена я вырезаю внутри, так, чтобы темные линии контура вокруг остались на обрезках фетра, но не на этой детали.